Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой что? Правильно, собирались лететь вот туда, на значок огонька. Туда же, туда. Но он ближе всего, по крайней мере, поэтому мы однозначно с тобой и летим туда. Женя у нас тут с Борей нормально откисают, отдыхают, у них все хорошо. Нам с тобой нужно что? Нам с тобой нужно, получается, подготовиться к этой чудесной спецоперации. Значит, что мы с тобой делаем? Мы с тобой делаем, наверное, дрель. Мы можем сделать дрель? Мы с тобой хотим однозначно сделать дрель, как минимум очищенный металл, утолщенная изолента и батарейка. Что нужно для того, чтобы сделать лом? Давайте сразу глянем. 3 металла. Я думаю, что мы с тобой делаем дрель. Так. А тут вообще что у нас? 14, 17. Ну, нормально, хватит. Так, мы с тобой делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так у нас будет с тобой 3 лома. Правильно ведь? Правильно. Так, давай сразу делаем 2. И суммарно у нас их будет 3. И это хорошо. Значит, ну, больше ломов как бы много не бывает. Они нам нужны, чтобы делать всякое разное. Теперь мы берем, открываем. Берем батарейку. Наверное, мы берем все батарейки. Почему? Потому что кислородные свечи требуют батареек. Не, мы для начала возьмем одну, подожди, одну. Сейчас берем одну, ищем сразу изоленту и очищенный металл у нас на корабле. Есть ли? Есть. Есть, все есть. Они там в одном экземпляре нужны, по-моему, да? Снаряжение, инструменты, да, дрель. Да, дрель, да, есть. Все хорошо. Дальше мы сошкребаем все возможные батарейки. Вот так вот. Отсюда. И вот тут еще одна была, да? И вот тут еще одна была. Это 5. Здесь что-нибудь есть? Ах ты ж. Проклятущая телефоняга. Вмешался. Негодяй. Так, и здесь у нас есть еще 2 батарейки. Ну, давай еще их возьмем. А почему нет? Если вдруг ты знаешь, куда мне деть вот этот вот кислородный шарик, может, его можно во что-то переделать, я буду тебе безумно признателен, потому что, как бы, да, он меня бесит. Че он лежит просто так? Просто берет, просто лежит. Так, тут их 3, 6, 7. Значит, нужно взять 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В аккурат. Просто в аккурат. Давай делаем свечки. Делаем дыхательные свечки. У нас, конечно, там есть по пути станция. О, кстати. Батарейка, пластик, очищенный металл. Подожди, мы делаем 6. Мы делаем 6 и 1 кислородный генератор тогда, чтобы заправить эту штучку по пути. И я думаю, что именно то, что нам нужно, это вот это вот. Так, еще получается вот этот последний. Да, кислородный. Хотя, наверное, разумнее было бы делать кислородные генераторы, но уже все, уже куда деваться, уже пути обратно нету. Так, пластик нужен, пластик и очищенный металл. Тут у меня, по-моему, был очищенный металл, у меня тут есть. Мы делаем кислородный генератор. Где он? И предметы, вот. Кислородный генератор. Вывернута наизнанку батарея с довольно сложным узором из изоленты. Сука, это, наверное, типа вообще-то как бы не это. Небезопасно, но это не точно как бы. Так, все, что нужно нам с тобой, у нас с тобой есть. Давай мы с тобой теперь что сделаем? С тобой скрафтим себе пожрать, попить. Нужно пожрать, попить, как бы, да. Так, это все на кухне, я правильно понимаю? На кухне точно есть попить, а пожрать нету. Так, ну давай возьмем. Сколько там? 30. Давай возьмем
3 бутылки, мы их выпьем. И еда крафтится у нас с тобой как? Питательная жижа, лед. Есть питательная жижа, есть лед. А питательная жижа есть где-нибудь вообще у меня на корабле? Есть ли? Я не вижу. Ты видишь? Я не вижу. А вот она. Так, ну и там вроде по 25. Давай тоже 3 скрафтим, получается. Так, вот. Все красиво. И мы с тобой почти готовы к экспедиции нашей чудесной на Марс. Раз. Поехали. 2. Я бы еще, наверное, аптечку бы скрафтил. Я бы еще вот прям вот 100%, наверное, скрафтил бы аптечку. Ну-ка. Ткань, спирт. У меня есть еще спирт? О, спирта много. А ткань? О, и ткань есть. Все, и ну и мы с тобой как бы в полном нашем обмундировании, в полном нашем обвесе. Просто вот так вот давай, короче, берем и закидываемся всем этим. А, как я это делал? Тап, точно. Тап, уже забыл. А ну бывает, ну забыл. Что поделать? Забыл, получается. А раз, все. В путь дорогу, друг мой. В путь дорогу. Просто полетели, просто летим. Ничего лишнего не берем. Ага, малые газы. А что это? А, типа, ну, полетать на этой штуке N раз, видимо. N раз ускорится. Хорошо, отлично, прекрасно. Так, это у нас что там такое? Горячее. Там есть, да, я вижу, опасность обморожения. Но вот это вот что за срань? Типа, обмораживаемся мы не то чтобы очень сразу. А, вот эта штука греет. Ну все, нормально, мы летим по этим штукам. Это не дед? Ты не дед? Нет, это какой-то хитман. Система температурного контроля оказалась крайне надежной и работает даже при полном уничтожении челнока, но разбирать и исследовать ее я бы не рекомендовал. Ладно. А если я въебу по ней ломом? Не бьется. Не бьется, ну и ладно, ну и полетели дальше. Собственно, мы в этой зоне вполне себе прекрасно можем позволить летать от обогревателя к обогревателю и как бы сильно не замерзать при этом. Мы помним с тобой, да, в прошлой серии мы уже как бы себе отморозили ебальничек так хорошенечко так отморозили. Не очень понравилось. А ну, давай, отогрейся. Не очень понравилось, по крайней мере мне, потому что ни хера не видно в этот момент. Но при всем при этом, как бы, это что, это лед. Но при всем при этом, как бы, жить можно, наверное. Хотя, чисто теоретически, в один момент. Зона эвакуации совсем близко, но такое количество обломков не добавляет оптимизма. В один момент мы бы, наверное, замерзли бы к херам. Я уже и забыл про кислород. Слушай, я ощущаю, как будто я мало скрафтил свечек. Ну, ничего. Придумаем что-нибудь по пути, правильно ведь? Ведь правильно ведь. Хотя у меня есть подозрение. Давай грейся. Давай быстрее грейся. Что-то кажется, что тут у нас быстрее... А где я, блядь? Я потерял метку. А, вот метка. Слушай, а вот мы ведь долетели до нашей огненной метки. А, это все, кто летели нас спасать. Я правильно понимаю, да? Ясно. Эта метка, она как бы плохая. Знаешь почему? По одной очень простой причине. Она, блядь, заставляет тебя нервничать. Раз, два, дышим. Просто берем, просто дышим. Куда пошел, блядь? Ящик, стоять. Ты нам нужен. Ты тут не надо. Так, ну давай залетим внутрь. По всей видимости, спасти нас уже никто не спасет. Кстати, что-то много неприятных вещей на лице. Спасатели летают, спасатели отдыхают. Он там еще один какой-то гроб. Крохотные занозы способны пробить тонкую ткань скафандра и привести к легкому приступу смерти. Ага, легкий приступ смерти. Прекрасно. Тут вроде не летает нигде осколков стекла. Я надеюсь. Хотя, наверное, оно мне для... Опа, стекло. Щуп. Требуется щуп. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, а оно же для чего-то нам нужно, наверное. Ну давай, ну грей меня. Сука, не хочет. Добывать пластик, лом. Добываем пластик. Добываем еще пластик. Так, ну слушай, мы тут сейчас с тобой, в принципе, можем набрать стекла. Стекла. Или уже не можем. Или это все стекло, что тут было, блядь. Если все, то мне грустно. А нет, не все. Щуп. Вот это вот, конечно, очень интересно, что как каждый вид ресурса нужно собирать своим этим отдельным, так сказать, инструментом. Но, блин, ощущение такое, что им не хватает прочности. Раз, два. Нормально. Дышим, живем. Так, полетели-ка мы отсюда вон туда. Вот это вот сразу давай заберем стекло. Наберем себе стекла на будущее. Я не знаю, нахера оно нам понадобится. Может, нам когда-то понадобится. Подожди, нам однозначно нужно стекло для скафандра. Для шлема. Ай, сука, подожди, страшно. Да, стекло, свинцовая краска. Во, а мы теперь можем скрафтить шлем. Слышь, что, мы теперь можем скрафтить шлем. Может, у нас будет меньше расходоваться кислород, блядь, но я надеюсь, по крайней мере. Я предлагаю лететь к той кислородной станции. Мы ее сейчас зарядим с тобой. Подышим, зарядим, и вообще будет красиво. Вообще будет хорошо. Надеюсь, что мы к этому моменту еще и не обледенеем. Это будет вообще прекрасно. Стоп. Вот этот уровень радиации, собственно, да ну ёб твою мать, хватит, все, остановись, все, да ну, хватит мне экран замусоливать своей вот этой вот хероборой. Да ну ой, все, хорошо. Теплый космос. Думали, космос всегда только холодный, а он еще и теплый бывает. Так, отлично. Мы пополняем кислород себе сразу и заряжаем. Я не уверен, должен ли я держать постоянно, но мне нравится. Слушай, ну кислородные генераторы объективно более нужная вещь. Давай попробуем слетать туда. Я думаю, сможем ли мы пролететь 400 метров туда-обратно? Как думаешь? Я искренне надеюсь, что да. Что это? Это топливо, наверное. Вот это вот залумпа. Я заодно высматриваю по пути, может быть, будут залежи свинца, потому что, как бы, свинец-то, как оказалось, нам очень даже нужен. Очень нужен. Ну, 200 метров, слушай, всего мы половину кислорода пролетели. В принципе, я думаю, да. Но мы там сильно не разэтуемся. Не разгуляемся. Мы как бы глянем быстро, что там, и по съебам. Так, месторождение стекла, окей, есть. А куда исчезло, блядь? Обнаружено большое скопление токсичного красящего вещества. И если найти емкость с данным веществом, можно получить необратимое повреждение мозга, а также улучшить защиту скафандра от радиации. Ну, я думаю, что brain damage нам не страшен. Уже что это такое? Что это такое? Это капля, и я не могу ее собрать. Да? 50, надо возвращаться. И я думаю, что... Похоже на бак с краской. Дрель. А ну-ка, поехали. Раз, два. Блять, ну это краска, это не свинец. Полетели обратно, подожди. Это краска, это не свинец. А свинец это не краска. Но чтобы получить свинцовую краску, нам нужна свинцовая краска. Он хорошо экранирует от радиации, как мы знаем. Спасибо, так сказать, всему, блядь. А чё так быстро начал тратиться кислород? По ощущениям, как будто его было больше до этого. Ну ладно, в принципе, я думаю, ну подамажит, ну и чё? Я думаю, что мы долетим. Я думаю, что мы очень даже долетим. Я надеюсь, по крайней мере. Я искренне в это верю. 50% хп, 170 метров. Ой-ой-ой. 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 Не, ну, спирт
ткани у нас-то там подлечат на базе. Вопрос в том, долетим ли мы сейчас в принципе, либо мы софтлокнулись и придется начинать аж откуда? Ой, ебать, аж до того, как я прилетел сюда. С другой стороны, я уже буду знать. Давай. Ой-ой-ой, хорошо. Ну, не рассчитал, ну, бывает. Не рассчитал, бывает. Что хочешь сказать, не бывает, все бывает. Все бывает впервые. И я думаю, что мы сейчас вот со всем тем, что мы насобирали, полетим с тобой на базу. 400 метров. 400 метров мы точно пролетаем. Если что, у нас там по пути есть заправочная станция около входа. Не знаю, зачем она мне нужна, но она есть. Жаль, конечно. Блин, вот еще бы знать, каким инструментом ее демонтировать можно и переставить, допустим, было бы вообще прекрасно. Потому что, ну, типа, я же не знал, что вот все будет, блядь, так плохо. Что я поставлю и все, и мне скажут, демонтаж инструмент. Почему я не могу ломом ее разъебать на запчасти? Вот этот вопрос меня очень сильно гложет. Надо бы еще найти батареи, кстати. Будет обязательно. Для кислородных генераторов они очень важны, они очень нужны, но при этом свечки тоже нужны, свечки тоже важны. Парочку свечек с собой нужно всегда иметь, чтобы, если вдруг что, мы могли с тобой это туда-сюда сделать. Ой, сохранение. Так, ну, что я могу сказать? Так, подожди, вот ресурсы композитные, ресурсы свинцовая краска. У нас есть краска, нужно найти свинец. Это, во-первых, это хорошо. Во-вторых, шлем. У нас есть 1 единица свинцовой краски, поэтому мы сразу сейчас скрафтим нахуй шлем. Что там еще помимо этого нужно было? Алюминий. Алюминий тоже есть. Алюминий тоже берем, тоже делаем шлем. Просто берем и делаем новый шлем. Все еще недостаточен для полета к точке эвакуации. Необходимо еще улучшить экипировку или нажать на пункт «Выйти из игры» в меню вашего скафандра, что решит все проблемы. Отлично. Отлично, наверное, да. В принципе, это решит мои любые проблемы. А что это? Я просто к шлему приделал какую-то залупу. И наушники. Какие-то наушники просто приделал к шлему. А ну, выключись, не трать электроэнергию. Мы, наверное, конечно, на каких-нибудь штуках, типа, не знаю, солнечные батареи, наверное, есть, чтобы круглосуточно снабжать корабль наш корабль энергией. Но, все это херня, это все не считается. Так, блядь, да ты что, шутишь, что ли? Нельзя взять, да ну положи ты вот это сюда. Ой, господи, всему учить надо, ей-богу. Так, наверное, это соль, ёб твою мать, нет, соль мне не нужна. Давай заберем отсюда вот так вот ресурсов сейчас по максимуму, что-нибудь туда начнем скидывать. Потому что мне не нравится, что в моем сундуке с хламом лежат ресурсы. Я хочу, чтобы в сундуке с хламом лежал только хлам. Сколько слотов осталось? 3 еще можем слота сделать. Так, заодно мы ищем ткань. Мы ищем глазами ткань. Ты ищешь ткань вместе со мной, тоже глазами. Ткань. 1, 2, 3. Это все соль, да, блять, это все соль. А нужна ткань. А ты видишь? Ебать, ткани много. Ткани-то много, как оказалось, да. Мы делаем вот так и делаем аптечку. И делаем сразу аптечку. Мы с тобой где она? Снаряжение предмета. Вот, снаряжение предмета. Нужно наделать кислородных генераторов нам с тобой. И еще как минимум 2 кислородные станции я хочу иметь в своем распоряжении. Не хочу делать еще одну аптечку. Хочу получить баллу на 5. Как минимум после этого только начинать делать аптечку. Пошли искать контейнеры и вот это вот все. Да, там всякие разные контейнеры, микрофоны, магнитофоны, проигрыватели. Зачем, спросишь ты меня, нам это делать? Для водичка, неплохо. Затем, чтобы, блядь, ой, да ну, стоять. Пиво, чувак.
Теперь у нас 2 банки. Знаешь, в чем минус? В том, что, блядь, его нельзя никак никак забрать. Джойстик. Я джойстики у них не поотбирал. Джойстик — это самые популярные консоли. Мы тыкали эти кнопки часами, пока пальцы не заедало. Хорошее было время. Собственно, да. Время было-то, конечно, хорошее, но... Обшивка добывать. Нужен секатор, да? Да, нужен секатор. Ткань лишней вообще никогда не бывает. Это что? Это еще одно пиво, чувак. Ну, давай тоже заберем, а почему бы и нет? Собственно, почему бы и нет? Давай тут сейчас мы опустошаем все от ресурсов. Что это? Это пустая жила. Вот, мне, кстати, интересно. Вот тут они помечаются, да, как бы пустая жила. И вопрос, знаешь, в чем? В том, а что оно потом регенерирует туда или нет? Резина. Резина тоже хорошо. Слушай, ну, блядь, у нас ресурсов дохуя нужных нет вообще. На самом деле. Вот то, что мне конкретно сейчас в данный момент нужно, его вообще нет. Ничего просто. Так. И вот это меня печалит, на самом деле, очень сильно. Так, ну я подошел, в принципе, к нашему. Да ёб твою мать. Блядь, кислород не, да, я знаю. Ой, давай, что тратить? Ко входу близко. Ко входу близко. А так, может, мы ее когда-нибудь демонтируем, наконец-таки. И все станет хорошо. Да, все будет у нас с тобой просто отлично. Что мы насобирали? Кучу всякого говна. Но мы насобирали джойстики. Нашу коллекцию бесполезных вещей. Наша коллекция бесполезных вещей пополняется, во-первых, 2 джойстиками. Во-вторых, пивом чувак и пустой банкой. А, судя по застрявшим волосам, расплющили ее об голову. Детектив. Получается, детектив. Неспроста мы с тобой раскрыли в прошлой серии целое дело. Так, вопрос теперь в том, где, блядь, брать свинец. Вот это вот самый лучший вопрос на сегодня. И на самом деле с прокачкой моего этого, кстати, давай туда слетаем, посмотрим, может там еще что есть. Может быть там что осталось. Вот, с прокачкой моего, собственно, кислородного баллона стал вопрос о том, а можно ли как-то уменьшить расход кислорода, а не просто увеличивать его количество? Потому что того вроде как стало больше, а вроде как и, ну, насрать вообще, что его стало больше. Почему? Потому что, блядь, ну, типа... Не знаю. Как-то, ну, типа, ты не чувствуешь, что его прям больше. То есть, типа, да, вроде больше, а вроде и ни хера подобного. Типа, вот его как бы, ну, типа, не ощущается, что его стало прям вот в 2 раза больше. Хотя вроде как в 2 раза больше стало. Но нету этого. Нету этого вот всего. Так, тут у нас что? Тут у нас пусто, да? Ни хера нету. Слушай, ну вроде бы эту часть мы полностью очистили, почти что. Вот я вижу бутылку воды. Забираем. А что-нибудь еще полезное? Ну, наверное, ножницы. Кстати, ножницы мы, по-моему, еще ни разу... А, подожди, в смысле ни разу, блядь, использовали для секатора. Для секатора нужны ножницы. Ой-ой-ой. Кислород не вечен, сейчас мне скажут. Сейчас мне как скажут, что кислород не вечен, ты что, дурак? А вот, кстати, можно как-то, типа, что-то типа маяка здесь скрафтить? Потому что я бы пометил как минимум вот эту штуку. Потому что вот эта штука прям хорошо. Смотри, она тут много кислородов делает. Делает красиво, делает качественно. И я прям, ну вот, обожаю это место. Так, там у нас больше ничего нету. И оттуда, ну, вроде как, не знаю, сейчас пойду еще раз проверю, конечно. Вроде оттуда вид ни на что больше не открывается. О, кстати, мы вот во второй движок не залазили. В первом смотрели, во втором нет. Почему у меня такая дотошность, да, такая к этим вот моментам, думаешь? Потому что, как бы, блядь, батарейки-то кончились. Не, у нас сейчас есть 2. Ну, типа, 2 это ни хера. Нам нужно их как минимум много.
штук 10, может быть. Штук 10, наверное, было бы прекрасным числом в нашей ситуации. Было бы вообще отлично. И заодно нужно смотреть... Блять, вот лед. Вот нахуй мне столько льда. Я не знаю, я не планирую столько писать. Кстати, слушай, а что? А вдруг она там засосет что-нибудь классное? Ну, типа, конечно, предыдущий опыт, да, нашего, так сказать, взаимодействия с этой штукой показал, что ничего прям очень классного она вроде как не производит из себя. Ну, типа, стандартные ресурсы, да, там, типа, проволоку, железо, ткань, что-нибудь такое. Конечно, наверное, весь этот лед нужен для того, чтобы потом использовать. Слушай, а сколько металла стоит коробок? Сколько металла стоит коробок? Возможно, я сейчас пойду экспериментировать. И увидимся мы с тобой, значит, скоро. Так, очищенный металл 4 экземпляра нужно. А у меня есть, вот он еще как бы готовый. Так, вот это мы сложим сюда, вот это мы заберем отсюда. Давай еще возьмем. Так, вот 4 штуки. По-моему, у меня где-то просто был еще один металл. Почти, ну даже 2. Раз, 2, 3, 4. Все нормально. Сейчас мы сюда складываем вот это вот проволоку и батарейку. Положим на хранение. Пусть батарейка лежит, хранится. Теперь мы с тобой делаем ящик. Для этого мы сначала делаем с тобой очищенный металл. Я вот думаю, как он получает, да, очищенный металл из 4 обычного металла. Ну, типа, вот я готов осознать почти все, что мы тут создаем с тобой, кроме очищенного металла. Хотя, ладно, чемодан уже тоже не готов осознавать, потому что наш многоуважаемый мужик, блять, то еще криворукое уебище, просто пиздец. Так, это мы складываем сюда же шаурму, проволоку, вот это вот все. Это вот все, и я пошел ссать. Давай, увидимся, когда я насу чего-нибудь приятного. Так, я, значит, что-то тут делал, стоял, ссал очень долго. Ничего интересного не упадает. И тут я такой решил, перекрафчу-ка весь свой металл в очищенный металл. И знаешь, что случилось? Случилась самая, блядь, большая ошибка в моей жизни. Я тут узнал, что я могу крафтить батарейки, блядь, из металла и щелочи. У нас есть щелочь, но теперь у нас нет металла. Поэтому, кстати, что-то я хотел. Хотел я, собственно, вот этих штук накрафтить. Для этого нужны кислородные свечи. А для кислородных свечей мне теперь нужен металл. Да, металл, которого у меня тоже нету, опять же. Металл нужен, поэтому батареечки мы сейчас сюда вот сложим. Очищенный металл тоже сюда же. Давай, складывайся. Щелочь у нас тут есть 3 мешка. Тут у нас что? Давай вот отсюда, кстати, заберем все ресурсы. Они тут не нужны. Больше ничего нету? Вроде больше ничего нету. Это наш контейнер с хламом. Контейнер с хламом нельзя захламлять ресурсами. Тут у нас еще 3 получается, да, этих самых щелочи пакета. Ну, то есть, как бы мы можем скрафтить 6 батареек в придачу к тем 5, что у нас уже есть сейчас. Автосохранение. Страшно каждый раз, когда он делает свою черную магию. Давай не забывать про важные штуки. Так, и я тут где-то видел железные камни. Железные камни, наверное, мы с тобой сейчас и подобываем. Потому что поблизости вроде как я вышкреп весь свободно летающий металл. Это вообще не точно, блядь. Потому что в последний момент я начал к нему относиться пренебрежительно, я бы так сказал. Это плохо, нельзя так с металлом. Металл, блядь, очень важен, очень нужен. Видишь еще металл в воздухе? Вот он, сука.
Это вот, конечно, вот эти их микрошариковость этих всех приколов очень сильно порой напрягает, потому что ты такой, типа, ёб твою мать, да где? А оно вот вроде бы тут, а вроде бы батарейка стоять. Батарейка тоже очень нужна. Вот, и, короче, сейчас мы с тобой долбим металл. Долбим металл, добываем металл, надолбили, надобывали металла. Ну, вот это еще давай ёбнем. Вот. И после этого мы с тобой... У нас как раз лом сломается. Прекрасно. Вот. И после этого мы с тобой сейчас с этой грудой металла создаем две кислородные станции. Собственно, 2 кислородные станции мы создаем. Да, тут приятная музычка туда-сюда. 2 кислород... Где у нас? Что нужно, блядь, нам для кислородной станции? Нужны свечки, да? А мы можем сделать 2 станции. Для этого нам нужно 2 свечи, 2 изоленты, 2 алюминия. Свечи крафтятся из батарейки и металла, поэтому мы берем отсюда одну батарейку сейчас. Так, одну батарейку. Что еще? Так. Изолента и алюминий, да? То есть вот так вот 2 этих и 2... О, как раз 2. Так, это прекрасно. Вот это мы сюда сложим пока что, почему бы и нет. Лед нужен. Лед всегда нужен. Ты вроде бы, тебе кажется, что у тебя его много, этой воды, ты так часто не пьешь. А потом выясняется, что как бы пьешь. Что ты пьешь, ты реально ведь пьешь. Ты не ожидал этого, но ты пьешь. Крафтим деки, блять, они места, конечно, много занимают. С другой стороны, о чем? Мы ее установим и все. И как бы пусть висит. Так, следом мы с тобой делаем. А что бы ты мог подумать? Нет, конечно, не то, что ты мог подумать. А предметы. Очищенный металл, пластик нужен. Очищенного металла я тут, сука, наделал, конечно, 4 штуки. Как раз 4 свечи мы сделаем, да? Делаем с тобой не свечи, а этих генераторы. 4 кислородных генератора мы с тобой создаем в нашу чудесную экспедицию. И дальше мы будем крафтить батарейки на всю щелочь, наверное. И сделаем на это дело мы с тобой сейчас, смотри, так, на всю щелочь. Для этого мы откроем. А у нас хватит вообще? Да, хватит. Металла у нас с тобой нормально, кстати. Металла прям так хорошо на всю щелочь, где у нас вся наша щелочь. Вот они, 6 штучек, да? Да, так, щелочных батареечек, пожалуйста, ресурсы, композитная батарейка, полетели. Крафтим батарейку, 1, 2, 3, давай. Вот типа такой долгий крафт на самом деле. Можно было бы его ускорить. Я, кстати, не понимаю на самом деле отчасти зачем это. Знаешь почему? Не понимаю, потому что, мы вроде как, в космосе ничего не можем крафтить, да, непосредственно в открытом. То есть, кислород у нас не тратится в этот момент. И, нам не нужно делать это прям быстро, чтобы чтобы прям с кайфом было. Так, металл. 4 металла мы выложим обратно. Или нет, или подожди. Из чего крафтятся эти самые... металл и батарейка. 2 металла еще не хватило в итоге. Ужас. Я думаю, что с 4 шпышками... Ладно, давай возьмем сейчас еще 2 металла по-быстрому. Я где-нибудь тут раздобуду в округе, в поблизости. И вернусь, когда мы с тобой будем полностью готовы к нашей экспедиции на Марс устанавливать кислородные станции. Количество сбитых старушек впечатляет, как и сам факт сбивания старушек в космосе. Прекрасно. Кто сбивает старушек в космосе, я не знаю. Но я насобирал нам с тобой немножечко металла. Насобирал вот как раз вот сейчас комбайн. И вот эти бы комбайны, конечно, если научиться крафтить, и хер его знает, каким образом прицеплять их где-то в космосе, то было бы вообще прекрасно. Хотя, вот там вот в этом гиде по выживанию, да,
там была показана что-то похожее на то, что мы с тобой в теории можем строить тут что-то похожее на базу, как минимум. Так, давай вот так. 2 получается. Берем еще 1 лед и отсюда берем мед. Все, сейчас мы пожрем, попьем. Здоровье у нас с тобой полное. Вот он, сладкий набор мы делаем. Мы делаем воды 2 бутылки, чтобы мы сразу гасим жажду от сладкого набора и сразу напиваемся на полную. Сразу напиваемся на полную. Поехали. 2, 3. Все, красота. Ну что, можем мы с тобой двигать. Можем двигать мы с тобой. Летим вон к той станции. У нее пятихаточка заряда. Потом мы... Где, блядь, значок Wi-Fi? А почему значок Wi-Fi пропал? Не по... Сука! В смысле? А чё? А в смысле? Так, ну, куда лететь за стеклом, если что, мы знаем. В принципе, окей. Стекло у нас вон там. Блядь. Это грустно. Слушай, кстати, в принципе, ну, типа... До станции мы долетим, сколько будет? Наверное, ну, 60-70, может быть. Но это с учетом того, что я замедлялся и озирался по сторонам. Это прям хорошо. Да, до этого у нас нам этот урод сказал, что нам не хватит долететь. Получается, да. Получается, что не хватит у нас до туда долететь. Так, перевалочка наша. Мы поддыхиваем. Дышим. И летим, короче, сразу просто на максималочке вон туда. Я так понимаю, что это гигантская штука с краской. Вопрос лишь вот в чем. Свинцовую краску нам нужно 4 штуки. По-моему, у нас все остальное, в принципе, есть, кроме свинцовой краски. Для нее нам нужен свинец. И... Ну, мне почему-то кажется, что он где-то, блядь, ну, он должен быть рядом с краской. Просто если он не рядом с краской, то мне, сука, жопа сгорит. Потому что, а чё, в смысле? Так, мы сейчас залетаем туда, ставим себе там кислородную станцию. Прямо так вот сходу. Типа, конечно, наверное, стоило бы делать их на чуть большем удалении, чем они у меня сейчас находятся друг от друга. С одной стороны. С другой стороны, да, какого хера? Зачем? Зачем оно мне вот это? Так, ну что я могу сказать? Мы берем это в руки. Берем и размещаем вот здесь. И сразу с нее дышим. Сразу с нее мы дышим. Вот так вот берем лом. Лом. В первый слот. Полетели тут осматриваться. Осматриваться. Это что такое? Надеюсь, это, блядь, свинец. Что это? Свинцовая пластина. О, да, сука, да. О, да, маленькие мои шарики свинца. Вот вас-то я и искал, блядь. Так, это прекрасно. Мы с тобой нашли. Ну, свинца нам хватит, по идее. Нет, 3, нихуя не хватит. Думал, хватит, а нет, не хватило бы. Вот, мы сейчас с тобой собираем свинец. Собираем. Давай возьмем про запас, потому что, блядь, а вдруг он еще для чего-то будет нужен, как алюминий? Вот алюминий же неожиданно стал нам нужен для чего-то после того, как он как бы это туда-сюда. Пустой бак. Кстати, пустой-то пустой, блядь. А вот это можно как-то открыть? Мигает. Он просто мигает, бесит меня, блядь. Это гигаконтейнер, посмотри. В нем явно обязано что-то храниться. Так, теперь я с большим трепетом отношусь и к металлу, и к батарейкам, поэтому, пожалуйста, насыпьте... Ой-ой-ой, еще кислородная свеча. Ну, в принципе, подожди, у нас с тобой кислородные свечки. Мы сюда прилетели как бы не просто так, не с голой жопой, так сказать. А тут набрали еще. Я предлагаю, ну, чтобы не возвращаться сейчас, чтобы попытаться найти еще пару баков хотя бы. Ну, тут свинца до хера.
Свинца прям много. Посмотри, его прям очень много. Еще и металл есть. Вообще красотища, да? Все, у нас есть с тобой кислородная станция. Слушай, я прям себя чувствую прекрасно. Я вижу еще один бак с краской. Вот это порвало его, да? А если с этой стороны к нему подлететь, у него вентиля нет, как у тех. Мне так грустно. Это очень грустно. И было бы прикольно, если бы их можно было, вот эту краску, просто как-то расковырять чем-нибудь. Дайте мне инструмент. Почему я не могу просто... Почему я должен высверливать краску? Если я хочу ее просто поковырять. Не хочу сверлить. О! Она и просто так летает. Если она еще и просто так летает... Ёпта, етитька. А как я не замечал все это время? Так, ну теперь нам точно хватает на новый скафандр. На новый этот костюм. Давай добудем еще вот тут краску. Давай закинемся парой свечек. Блять, кажется, вторая была лишняя. Но это не точно. Краска еще. Ну, давай сразу ее соберем. Типа, почему нет, да? Место, конечно, занимает до хера, да? Да. Да, есть такое. Так, мы разбиваем вот этот вот свинец. Свинец мы разбили. Все, у нас с тобой есть нужные ресурсы для того, чтобы скрафтить нам с тобой костюм, который позволит нам подобраться гораздо ближе к точке эвакуации. Возможно, даже долететь до него. Я вот не знаю, конечно, что нам скажет наш многоуважаемый костюм, когда мы его скрафтим. Скафандр, собственно, да. Когда мы, так сказать, его улучшим. Сможем ли мы? А мы давай проверим. А мы давай сейчас возьмем, прямо сейчас и проверим. Что вот это вот тут вот устраивать, да? Давай забьемся по полной и все, и полетим. Не, подожди, не полетим. Мы полетим, поставим кислородную станцию у места крушения спасателей. Почему, спросишь ты меня? А я тебе отвечу, почему. Потому что там вроде как, ну, стекло можно добывать. И нам это объективно прям очень интересно. Плюс я, блядь, хотя бы буду видеть, где они были, потому что сейчас я уже даже не помню, где они были. Но кажется, это вот куда-то туда. Это вот где-то там, по-моему. Вот это вот скопление. Ну, вон там наверху эта штука обогревательная. Мне кажется, что это вот прям там непосредственно. Поэтому летим туда. Так, кстати, слушай, а тут же много стекла. Да? Много. Ну, как бы. Тут мы его добываем, по крайней мере. Однозначно. Вопрос. Наш вот этот вот... собственно, модуль кислородной станции, он как бы не разобьется к херам ли? Ну, типа, оно его не лопнет? Потому что, ну, эта дрянь явно может лопнуть мой скафандр. Вопрос, может ли она лопнуть еще и мой этот. Давай тут полетаем еще чуть-чуть, кстати. В принципе, свечи у нас с тобой еще 4 свечи есть. Кислородные станции на нашем пути уже тоже есть. Много новых. Вдруг мы сейчас что-то с тобой тут найдем. Свечи тоже есть для этих станций, как и генераторы, вернее, да. Но в принципе, как бы, да. В принципе, мы с тобой как бы молодцы. Вон то, что у нас такое. Вот это что? Это вот к нему они летели, я так понимаю. Ну, в первую очередь к нему. Маячок. Потому что дальше, кстати, я маячков не вижу. Почему они именно сюда? Хотя, может быть, да, как бы, я не исключаю вариант. Ни хера нету, грустно. Я не исключаю вариант, что как бы основные наши все силы спасательной операции где-то вот там вот остановились. И такие говорят, давайте дальше вглубь, вы как бы идите. Что это за капельки у меня там внутри плавают? Вы как бы дальше вглубь идите, а мы тут, короче, спасательный пункт, так сказать, обоснуем. И обосновали, Вася, что тут этот.
спасательный пункт и все. Ну, вроде больше ни хера нет. На самом деле тут даже больше стекла не вижу, как бы. Ну и нахера я тут ставил. Ну это как бы, считай, какая-то часть пути к спасателям. Слушай, ну смотри, 900 метров. Вопрос на засыпку. Кажется, нам нужна будет сейчас еще одна штука. Мне что подсказывает. Ее вот там где-то по пути нужно будет сандалить, потому что, ну, типа, 900 метров это прям до хера. Это прям очень и очень много. Надо вылетать из зоны этого и лететь просто вон туда, вот. Ну где уже она закончится? Мне сейчас стало интересно, могу умереть от обморожения? О, все. Не узнаем, могу ли я умереть от обморожения, да и как-то не хочется особо, если быть честным. Как-то желания не имею вообще. Так, нормально. Ну, 250, пускай будет 250. Если что, потом зарядим, свечи у нас с собой есть. Нам с тобой что сейчас нужно? Ты помнишь? Нам нужно скрафтить скафандр. Скрафтить еще одну кислородную станцию. И отправиться в далекие дали. Эвакуироваться, лететь. Я думаю, что ну, с костюмом нам хватит. Кстати, давай возьмем в ручки лом. Прочность 7. Но это все еще лом. Поэтому как бы он сможет сделать все, что от него требуется. Вроде бы, кстати, интересных мест, ну, типа, все интересные места, по крайней мере, в ближайшие округи мы с тобой облазили. У нас вот реально из таких мест, чтобы вот прям вот кайфануть, остается, видимо, лететь только туда. Я, по крайней мере, не вижу. Может, я, конечно, дурачок, и если я дурачок, а ты неожиданно что-то знаешь, то ты мне подскажи, я буду тебе крайне благодарен. Прям максимально. Оп, оп, все. Так, ой-ой-ой. Автосохранение пошло, полетело. Так, мы с тобой сейчас смотрим, во-первых, как крафтится свинцовая краска. Где у нас рецепт крафта? Для этого нужна, наверное, краска и свинец. Ресурсы композитные. Краска и свинец. Прекрасно. Все это у нас есть. Снаряжение. На скафандр нам нужно 2 свинцовых краски. Идем просто иди. Слушай, я ее могу до хера скрафтить. А зачем я могу столько до хера скрафтить? Не, ну, наверное, нам в будущем, конечно, еще для чего-нибудь понадобится. Просто пока что я как бы не вижу. У нас вроде нет никаких прям вот новых рецептов, да? Крафта. Бать, я думал, что-то пизданулось там у меня. Вроде нету. Так, ну тогда рулон. Рулон. Подожди, рулон я видел. Рулон, нормально, 4 ткани. А ткани у нас где-то было прям до хера. Вспомнить бы где. Давай сейчас мы вот это все выложим лишнее, чтобы оно глаза не мозолило. Да. Так, ткань. Вот ткань. А вот и ткань, собственно. Нам нужен так, давай возьмем 4 алюминия сразу. Выложим вот эти 2 краски. И 4 ткани нужно на 1 рулон. Сразу еще и вот эту краску выложим. Все. Сука, не все. Вон. Предательски затесавшаяся резина. Все. Вот теперь у нас с тобой вроде как есть все для того, чтобы скрафтить новый, красивый, качественный, усиленный скафандр. Обновленного скафандра вероятность вашей гибели от радиации становится ниже, чем вероятность гибели от самого скафандра. В связи с этим допускается возможность полета к точке эвакуации. Кайф. Просто беру, просто кайфую. Все, теперь мы с тобой красивые, в новом красивом скафандре. Можем лететь героически. Слушай, кстати, стенд. Что если сменить? Убрать скафандр. Подожди, поставить скафандр. Сменить.
А, вот теперь мой красивый. Теперь тут мой красивый отображается. Вот так вот я выгляжу теперь. Вот так я выгляжу. Все, ну, знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Туда лететь далеко, и на этом, наверное, мы с тобой сегодня закончим. Мы все много всего сделали. Слетали к двум точкам интереса, установили 2 станции, нашли источник свинца, нашли стекла много, нахуй его столько, непонятно. Завтра мы с тобой летим к точке эвакуации. Все. Увидимся в следующих сериях.